Есть новости, которые для нашего политического фланга могут быть не столь уж заметными, потому что напрямую касаются не такого большого количества людей и не в том формате, чтобы кто-то прямо сразу в кутузку попал, или кого-то убили, или кто-то застрелился. Тем временем именно эти события меняют и сам режим, и наше будущее после него. Таких событий у нас, собственно, два. В мае Конституционный суд закрепил отсчет срока давности по делам о приватизации не с момента приватизации какого-то актива, а с даты прокурорской проверки. Таким образом, безо всякого преувеличения в России де юре кончилось право собственности. Спустя сколько угодно лет и десятилетий, спустя массу сделок купли-продажи, раздела, укрупнения, неважно чего, в любой момент прокуратура может прийти и сказать: этот завод, магазин, гостиница, квартира приватизированы в ущерб государству и должны быть возвращены немедленно государству. Второе событие. Впервые прокуратура предъявила претензии уже не одному предприятию, а сразу 5. Таким образом, отъем собственности, который идет уже 3 года точечно, стал массовым. Сегодня мы обо всем этом подробно поговорим. Такой длинный и, фундаментальный такой ролик мы постарались сделать о приватизации, национализации и всем, что происходит. Только перед тем, как начнем, если тормозит YouTube, в описании ссылки «Как ускорить», легко и бесплатно. Среди способов есть VPN Liberty с бесплатным пробным месяцем. Война в российской внутренней политике не породила ничего нового, зато многократно ускорила и усугубила те процессы, которые давно шли. Один из эталонных примеров – это деприватизация. Консолидация ключевых бизнес-активов в руках государства и близких государству олигархов. Ограничение прав на крупнейшие куски собственности. Все это началось сразу, едва Путин стал президентом. Напомним хронологию. 7 мая 2000 года. Путин вступает в должность. 8 и 9 мая – праздничные дни. 10 – первый рабочий день. 11 мая рано утром в офис компании «Медиамост», которые принадлежат НТВ и «Эхо Москвы», приходят с обыском спецназ ФСБ. Процесс отъема первого большого куска частной собственности, национализации главного медиахолдинга, начался, едва только инаугурацию обмыли и День Победы отгуляли. В России больше не может быть федерального общественно-политического СМИ в частных руках. Такой курс был обозначен тут же. Все последующие годы перечень того, что не может быть частным, расширялся. Быстро оказалось, что частным не может быть сверхприбыльный бизнес. Крошечная Роснефть, которая до прихода Путина представляла собой едва ли не артель на 1,5 месторождения, стремительно принялась поглощать активы. Сначала раскулаченного ЮКОСа, а потом и всех остальных. Так Роснефть стала крупнейшей нефтяной компанией в стране. Процесс перетекания активов от неправильных собственников к тем, кого государство считает правильными, по мере развития трансформировался. Во времена более вегетарианские он выглядел как принуждение к сделке. Собственникам платили относительно честные деньги, давали возможность покинуть страну, если было на то желание. Нулевые и начало 10-х годов – это время передела собственности, но время мягкого передела. Считалось не очень хорошей идеей распугать весь иностранный капитал, инвестируемый в российскую экономику. Тогда предполагалось дружить с теми, кто права собственности чтит, а значит, приходилось хоть в какой-то степени имитировать законность. Не грабить по беспределу хотя бы. Под любое крупное ограбление требовалось обоснование, хотя бы чисто понятийное. Ходорковский, Гусинский и Березовский наказаны за политику, ведь каждый из них явно нарушал правила игры. У нас принято считать, что процесс этот с отъемом активов не что-то плохое, и вообще в 90-е распродали страну, а Путин что-то типа назад забрал, и вроде как это неплохо. Пропаганда толкала эти идеи в головы россиян все путинские годы. И сегодня даже в оппозиции эти взгляды довольно распространены. Мол, вот хорошо было, когда все государственное. Нехорошие реформаторы все распродали за бесценок. Неправильно и вредно. Я так не считаю. По моему мнению, приватизация, в том числе крупных активов, это хороший и полезный процесс, а национализация, происходящая сейчас, как раз очень плохой. Так что ж хорошего в приватизации? Если немного упростить и вульгаризировать, но далеко от истины не уходить, то, в общем, политическая конкуренция и соперничество финансово-промышленных групп – это одно и то же. Это проявляется в любых политических моделях. Даже там, где не так просто это заметить. Борьба за общественное здоровье, например.
С курением, с детским ожирением, с потреблением алкоголя, за безопасность на дорогах, за прививки. За всем этим, помимо благих намерений политиков, стоят вполне конкретные интересы, подкрепленные вполне конкретными деньгами страховых компаний. А они всегда заинтересованы в том, чтобы граждане были бодренькие, здоровенькие, вовремя платили за полис и никогда не болели, уж тем более не умирали. Парламентская конкуренция, региональная конкуренция на выборах. Все это невозможно, если за все башляют из одного кармана. Концентрация власти невозможна без концентрации капиталов. Если представить себе такую Россию, где крупную приватизацию провели до конца и «Газпром» — это независимая компания, то война с Украиной становится невозможна даже в той форме, какой она приняла в 2014 году, не говоря уже про 2022. Крупнейшая в стране компания, которая дает работу почти 500 000 человек, которая при нормальном управлении будет генерировать гигантскую прибыль и гигантские бюджетные отчисления, такая компания костьми ляжет, чтобы ее крупнейший на 2013 год клиент, Украина, не ушел. Чтобы отлаженная десятилетиями газотранспортная инфраструктура, из которой сыпятся чуть ли не бесплатные деньги со всей Европы, продолжала приносить доход. Если бы «Газпром» был независимой компанией, то его интересы, его возможность своими огромными деньгами влиять на политику стали бы естественным предохранителем от безумств. Он бы еще в 2007 году, когда Путин только первый раз чихнул в Мюнхене про неправильный и нехороший Запад, употребил бы все свои возможности, все влияние, ресурсы и финансы, чтобы конфронтацию предотвратить, и с крайней высокой вероятностью в этом бы преуспел. И дело не в том, что частными компаниями владеют и управляют какие-то особо хорошие и принципиальные люди. Дело в том, что частных собственников много, и их интересы никогда не будут совпадать. Баланс таких интересов – это, в общем-то, и есть путь к стабильному развитию. Всегда есть, например, оборонно-промышленный комплекс, которому любая война – мать родна. Его представители с радостью будут через СМИ и политиков пугать граждан всеми на свете угрозами. Рассказывать, что НАТО вот-вот нападет, затем Китай, затем террористы, и под это дело надо наточить как можно больше снарядов и ракет. И это тоже неплохо, потому что наточить столько снарядов и ракет, сколько они хотят, им не дадут другие частные конкуренты за государственные деньги. Те же, например, страховщики, которым нужно побольше субсидий на всякое здоровье и поменьше войн. Но сколько-то ВПК дадут. И в случае, когда действительно придет сезон жареного петуха, когда надо будет вступиться, например, за своего союзника, у России будет под это дело оружие. В зачаточном состоянии нечто подобное у нас было в 90-е. К олигархическим сговорам по типу того, что имел место перед выборами 96 года, принято относиться плохо. Но это была гораздо более здоровая ситуация, чем та, что есть сейчас. Сегодня Путину, чтобы начать войну или выиграть выборы, вообще ни с кем не нужно договариваться. Все, кто может хоть что-то сказать внутри системы, могут быть только на положении советников. То есть они могут советовать, если их спросят, но не могут настаивать, давить, продвигать свою позицию. Их вообще не обязательно слушать. Путин сегодня всем, кто находится вокруг него, отдает приказы. А Ельцин в 96 году, например, приказов отдавать не мог. Он зависел от разных групп интересов, в том числе от тех самых олигархов. Они ему были необходимы не потому, что они умны и их мнение особенно компетентное, а просто потому, что без них он не был бы президентом. Это, конечно, намного хуже честных выборов, независимых судов, демократически избранного разношерстного парламента, где балансы интересов ищутся среди реальных представителей граждан страны. Не пойми, откуда взявшиеся олигархи, которых интересует вопрос денег, это такие себе защитники народных интересов. Но сам факт, что договариваться нужно было хоть с кем-то, был сам по себе системой сдержек и противовесов. Плохой системой, но это намного лучше, чем никакая, как сейчас. Понятно, почему Путин так не любит те времена. Он не любит ни с кем договариваться. Ему мысль претит о том, что его предшественнику приходилось договариваться. Но предшественник, Ельцин, тоже не любил. Ни один политик этого не любит. Просто Путин может ни с кем не договариваться, а Ельцин не мог. В этом между ними разница. И тем 90-е были лучше 20-х. Политика нулевых и отчасти десятых идеологически продолжила линию, принятую именно в 90-е. Тогда государство в принципе считало, коммерческие активы по большей части должны быть в частных руках. Каждый год принимался план приватизации. Каждый год он в какой-то мере выполнялся.
Выглядело, правда, это в основном как продажа одного госпредприятия другому госпредприятию на кредит Госбанка. То есть активы перекладывались из одного государственного кармана в другой. Но, по крайней мере, на декларативном уровне государство показывало, что знает, как должно быть правильно. Сейчас прервемся на небольшую рекламу. Посмотрите, пожалуйста. США исторически страна иммигрантов и страна возможностей. Даже в начале 20 века, когда правительство сильно ограничивало число мигрантов и вводило квоты, даже тогда США охотно принимали высококвалифицированных специалистов и талантливых ученых. Таким легальным мигрантам в США всегда были рады при любой власти. Принимают их и сейчас. Если вы думали переехать в США, обратитесь в компанию «Мигратор». Вы можете проконсультироваться у них совершенно бесплатно и узнать, какие визовые программы подойдут именно вам. «Мигратор» уже 15 лет помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визу. Для талантливых людей, блогеров, спортсменов, стендаперов, фотографов «Мигратор» также предлагает пиар-поддержку. Если у вас не хватает доказательств для визы таланта, то есть сильная команда пиар-специалистов, которая докрутит ваш кейс с помощью инструментов маркетинга и увеличит ваши шансы. На консультации специалисты «Мигратора» сразу честно скажут, есть у вас шансы получить визу США или нет. Приукрашивать реальность, чтобы продать свои услуги, они не станут, ведь в договоре будет прописана гарантия результата, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, то компания вернет деньги в полном объеме. Такое случается редко, у «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что кейсами занимаются опытные адвокаты с лицензией США и стажем от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, а это огромный плюс. Не возникает недопонимания при обсуждении бюрократических тонкостей. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте себя и свои заслуги, просто попробуйте. И переезжайте без стресса и с комфортом. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжаем. Откуда вообще взялось убеждение, что государство не должно заниматься бизнесом? Взялось оно из простого факта. Государство, владевшее всеми средствами производства, к началу 90-х благополучно обанкротилось. В момент строительства новой России не было никакой реальной дискуссии на сколько-то серьезном уровне о том, кому должны принадлежать шахты, заводы, нефтевышки и прочее. Потому что все это в государственных руках генерировало только убытки, долги по зарплатам, развал и запустение. Большинство советских предприятий находились в таком состоянии, что о заработке государства на их приватизации даже речи особо не шло. Государству нужно было избавиться от большого куска проблемы и остаться должным лишь врачам, учителям и пенсионерам, а не шахтерам, столеварам и слесарям. Ему и так в рамках исполнения его базовых функций проблем хватало с избытком. Было понятно, раз уж можно сделать так, чтобы не то что налоги собирать, а хотя бы не нужно было покрывать долги очередной текстильной фабрики, продав ее, то именно так и следует поступить. Когда сейчас идут разговоры о несправедливости приватизации 90-х, всегда имеются в виду предприятия в их нынешнем состоянии. Например, металлургический комбинат, приносящий сотни миллионов чистой прибыли в год. Но чаще всего в момент обретения первого собственника такое предприятие выглядело совсем иначе. Скорее, душераздирающе. Как нагромождение производственных мощностей, которые растаскиваются всеми, от работяг до директора. Там уже давно никто не видел настоящих денег, а все производство работает в лучшем случае на бартер. Продали вагон стали, получили вагон сливочного масла. При всех иногда вполне легитимных вопросах к приватизации 90-х, при всех претензиях к распродаже Родины, которые засели в головах многих уже из пропаганды, надо понимать, в реальном мире большой очереди желающих купить то, что Родина могла продать, совершенно не стояло. Не так много было желающих порамсить с 5 конкурирующими преступными группировками, контролирующими отгрузку того немногого, что предприятие еще как-то выпускает. И это была ситуация, когда власть не могла действовать самостоятельно. Когда для победы на выборах ей нужно было договариваться с теми, у кого есть деньги, с теми, у кого есть телеканалы и радиостанции. Тут можно обратить внимание, в такой ситуации те, у кого есть деньги, телеканалы и радиостанции, заинтересованы, чтобы выборы проходили и на них конкуренция была. Ведь если результат рисуют в администрации президента, власти ни с кем не нужно договариваться. Это и есть система сдержек и противовесов в некотором ее виде. Эта мысль не очень хитрая, но, как выясняется, не настолько очевидная.
Она возвращает нас к необходимому для демократии балансу интересов. Получается, что если мы хотим, чтобы нас какой-нибудь очередной дед со скуки не решил грохнуть на войне, нам нужно, чтобы наделенными властью и ресурсами людям было не до скуки, чтобы они постоянно были увлечены конкуренцией друг с другом, чтобы их там было много разных, чтобы президент, высшее лицо должно было с ними со всеми договариваться, и чтобы никто никогда окончательно не выигрывал. Нормальное устройство государства – это не процесс выбора идеальных людей. Суть в том, чтобы разными кусками власти и собственности наделено было много разных людей. Не все из них хорошие, но у них есть разные интересы, и они никогда не смогут договориться между собой. В противном случае, когда вся собственность концентрируется в руках государства, все перечисленные достоинства тут же оборачиваются своей противоположностью. Некоммерческие мотивы разных игроков влияют на политические решения и уравновешивают их, но политические мотивы начальства в полной мере игнорируют все соображения по эффективности и заработку денег. Например, вот зачем «Газпрому» холдинг «Газпром Медиа»? Зачем сырьевому гиганту содержать телеканалы, радиостанции и сайты в интернете? Нормально ли это, что какой-нибудь геологоразведчик и Гарик Бульдог Харламов де-факто коллеги? Конечно, это абсолютно ненормально. Медиахолдинг совершенно непрофильный актив для «Газпрома». Из-за несовместимости масштабов и характера деятельности с материнской компанией он обречен сидеть в убытках. Но политическая задача тут ясна. Государство хочет через «Газпром» контролировать медиа. Против этого аргумента любые коммерческие соображения перестают иметь значение. Приватизированный «Газпром» никогда бы ни на что подобное не пошел. Но национальное достояние, пожалуйста, будет направо и налево разбрасываться деньгами, собирая медиаактивы, если такая задача будет поставлена. А граждане будут за это все платить. И так совсем. Северные потоки, по оценкам аналитика Сбербанка, который за свою профессиональную откровенность поплатился должностью, не окупятся никогда и безо всяких санкций. Строительство этих труб – дурное решение и для акционеров «Газпрома», и для российского бюджета. Но если «Газпром» не коммерческая компания, а инструмент геополитики и обогащения путинских дружков, прикупивших по случаю трубопрокатных заводов, то разумные доводы против дурных решений не имеют никакого значения. Еще одно обстоятельство. Есть то, что государство может, должно и умеет заниматься. А есть то, чего не может и не должно и не умеет. Например, государство должно писать и поддерживать правила человеческого общежития, чтобы никто никого не бил, не убивал, не грабил и не обижал иным образом. Государство должно содержать армию и стеречь границы. Должно собирать налоги и тратить их на больницы, полицию, трамваи, школы, на то, чтобы вы не переживали о безопасности ребенка и о будущем в том случае, если не сможете позаботиться о себе сами. Чтобы вы знали, даже в инвалидном кресле общество вас не бросит и на паперть не отправит, накормит, напоит, крышу над головой даст. Если государство от любой функции, которую оно реально должно исполнять, отказывается, отдает ее в частные руки, через некоторое время в Москву на танках приедут уголовники. Или, как вариант для более здоровых систем, отставной миллиардер, которому в частные руки вдруг дали мегадепартамент правительственный, потом в Твиттере непрозрачно намекнет, что президент педофил. С коммерцией же государство работает плохо. Как у частного бизнеса не может быть целью общественное благо, так и у государства не может быть коммерческих мотивов. Чиновнику Росимущества плевать, приносит ли подведомственное ему государственное предприятие прибыль. Чиновник работает за зарплату. Сегодня в Росимуществе, завтра в Минсельхозе, послезавтра вице-губернатором Пензенской области, а через год библиотекарем в тюрьме. Когда мы обсуждали с вами позитивную роль бюрократии, то в частности говорили, бюрократу без разницы, чем заниматься, что строить и чем управлять. Детский сад, завод, мост, концлагерь. Для бюрократа все это стопка бумажек с цифрами. Бюрократ не собственник. Бюрократу нет никакого дела, чем занимается менеджмент государственной компании. Эффективен тот или нет. Бюрократ не станет зарабатывать больше или меньше от того, что есть прибыль или убыток. Ворует он или нет, ворует он у абстрактной сущности, у государства, не у чиновника. Результат довольно очевиден. Государственные компании начинают работать на свой собственный менеджмент. Сечин, Миллер, Греф – это кто? Наемные менеджеры? Нет, они в положении таких сверхсобственников.
Ведь над ними никого нет, но вроде как они не собственники. Ведущие государственные топ-менеджеры распоряжаются деньгами компании как своим кошельком. При этом в кошельке не могут закончиться деньги. Абсолютно без разницы Алексею Миллеру, прибыльный «Газпром» или убыточный. Он найдет способ не платить государству дивиденды с прибыли, а убытки «Газпрома» — это не убытки собственника, это убытки государства. Схема, которая всегда работает в любых госкомпаниях, это национализация убытков и приватизация прибыли. Оставленный без реального собственника менеджер всегда найдет способ вывести из компании любые деньги. Алексей Навальный возник как явление 15 лет назад на разоблачении одной из таких схем по закупке вдвое выше рынка через компанию-прокладку бурильных установок для Транснефти. Но схем аналогичных на самом деле десятки и сотни. Сама архитектура таких госкомпаний подразумевает, что менеджмент будет выводить себе из них деньги тем или иным образом. В идеале государство вообще никаким бизнесом владеть не должно. Государство зарабатывает и без непосредственного владения от каждой компании в своей юрисдикции, просто потому что получает налог на прибыль. Являясь, по сути, привилегированным собственником, долю в прибыли оно получает, при этом ничем не должно управлять, а в случае убытков или банкротства ничего не платит. Разберем на простом примере. Вот стоит торгово-офисный центр в Москве у метро Свиблова. У него есть собственник, который заморочен тем, чтобы центр этот приносил прибыль, чтобы офисы и магазины сдавались, чтобы арендаторы своевременно платили аренду, чтобы центр был в хорошем техническом состоянии, проходил проверки, привлекал посетителей и так далее. Собственник все это организует, получает прибыль и платит с нее государству налог 20% до начала этого года, а с начала этого года 25% стал, потому что увеличили налог на прибыль. Кроме налога на прибыль, там еще много разных других налогов, но это пока опустим. Что будет, если государство создаст госкорпорацию Росбизнес-центр, РосБЦ, и отберет этот торговый центр у собственника и будет руководить им само? На первый взгляд может показаться, что государство, а значит граждане России, теперь получат не 25% в виде налога, а все 100% прибыли, как, собственники, дивиденд. И она не достанется ненавистному коммерсанту-миллионеру, который наживается на народном добре. В реальности же быстро окажется, что в РосБЦ созданы департаменты содержания, снабжения, сбыта, бухгалтерии, безопасности, внутренней безопасности, управляющая компания, а руководить всем этим поставлен племянник Ротенберга. В результате государственных денег вложено в 10 раз больше, чем государство получает прибыли с бизнес-центров, которыми управляет. Госкорпорация убыточна, зато весь высший менеджмент обзавелся яхтами и дворцами, а менеджеры поменьше – дорогими автомобилями или небольшими квартирами. Почему так происходит? Дело не в том, что чиновники особенно нечестные или их мало сажают. Посадят всю верхушку этого РосБЦ и не один раз. Но новая верхушка придумает новые, более хитрые схемы вывода активов. Просто потому, что в госкорпорации иначе быть не может. В ней нет собственника, конечного владельца, бенефициара всего этого процесса. Нет человека, которому нельзя дать взятку, и который будет заинтересован в том, чтобы все работало эффективно и приносило максимальную прибыль. Всей цепочке руководства РосБЦ будет совершенно все равно, какая в итоге получится прибыль или будет убыток. Руководство, может, и получает какие-то бонусы, но, во-первых, оно легко пролоббирует условия, чтобы бонусы эти не зависели от финансовых результатов, а во-вторых, вынуть денег из потока госкорпорации можно столько, что никакие бонусы с ними не сравнятся. Вместо частного собственника, заинтересованного в том, чтобы получать прибыль и платить государству с нее налог, вместо собственника, который нанимает менеджеров, чтобы они прибыль максимизировали, следит за ними, вы получаете госкорпорацию, в которой кровно заинтересованных в ее прибыли людей не будет. И в результате деньги будут утекать к менеджменту, не мытьем, так катанием. Не будет у таких корпораций или предприятий и качественной продукции. Это тем, кто Советский Союз не особо застал, можно рассказывать сказки о вкуснейшем мороженом, колбасе по 2,20, о качестве по ГОСТу, обо всей той стабильности и справедливости в условиях, когда государство все производит, все регулирует и всем дает работу. Тем людям, которые действительно покупали государственную морковку в государственном овощном, питались в государственных столовых, тем, кто в домашних условиях чинил государственные телевизоры и пылесосы, кто, обливаясь моторным маслом, лежал под государственным автомобилем, всем гражданам, пережившим советский строй, не нужно было объяснять, почему частный собственник лучше, причем любой, лучше, чем государство.
Тогда люди на своем опыте знали, что слепая на один глаз тетя Глаша с ручной машинкой на дому сошьет вам хоть платье, хоть брюки намного лучше государственной швейной фабрики. Что любая контора шабашников сделает ремонт в квартире лучше любой государственной бытовой службы. Приставка «коммерческая» для постсоветского периода означала качество. В коммерческом ресторане вкусно кормят, в коммерческом магазине есть еда в ассортименте. Уйти в коммерцию тогда означало зарабатывать нормальные деньги. Но вернемся к современности. Классический пример, демонстрирующий, насколько неэффективно государство в управлении компаниями, это история ВК. Коммерческая компания, которая начала заниматься чем угодно, кроме, собственно, коммерции. ВКонтакте практически сразу, спустя пару лет после запуска, стала региональным стандартом. К 2008-2009 году это главная соцсеть, которой пользуются на постсоветском пространстве. ВКонтакте не оставила ни единого шанса никаким Фейсбуком. Даже после того, как ВКонтакте утратила своего основателя Павла Дурова и влилась в мегахолдинг Mail.ru, даже тогда это по-прежнему была лидирующая платформа, а весь холдинг был чрезвычайно успешной коммерческой компанией. На 2016 год инвесторы Mail.ru получали по 7 копеек чистыми на каждый вложенный рубль, при том, что корпорация активно инвестировала в развитие. В 20-е годы, особенно с началом войны, все резко изменилось. Из коммерческой компании ВК превращается в главного государственного провайдера по строительству суверенного интернета. На ВК сваливают обязанность заместить собой все потребительские сервисы. Он делает Рустор, который должен заменить Google Play, делает проект Sferum для дистанционного обучения, пытается конкурировать с YouTube, а бесконечно запускаемые проекты все новых и новых мессенджеров должны в теории окончательно прижать к ногтю все телеграммы и WhatsApp. Потребительские итоги вы можете видеть своими глазами. А финансовые, несмотря на гигантские государственные субсидии, измеряемые миллиардами рублей, выглядят так. Компания, не имевшая в 2016 году ни копейки долгов и работавшая с 33% маржой, в 2023 году имела чистый убыток в размере 95 миллиардов рублей, а чистый долг составил 195 миллиардов. Не существует более показательного примера, как исключительно коммерческий и очень успешный в этом отношении продукт превращается в обычную госкорпорацию, где на освоении государственных средств наживаются государственные менеджеры, а возглавляет все это дело сын Кириенко. Этой компании государство ставит утопическую задачу заместить собой весь интернет. Само же государство при этом, вместо того, чтобы получать много налоговых выплат, терпит огромные убытки. Все граждане вынуждены скидываться на то, чтобы эти безумные проекты финансировать, вместо того, чтобы получать деньги в виде налогов. Отъем частных активов, который идет сейчас, вредит нашей стране по очень многим разным причинам. Во-первых, очевидные последствия. В стране настолько нет гарантий прав собственности, что инвестировать в развитие бизнеса – это просто полнейшее безумие. Если у вас не ларек с шаурмой, инвестиции особо не требующие, и не цех по производству чего-нибудь военного, что приносит сейчас сверхприбыль, не придет человеку в здравом уме в голову вложить сейчас деньги в развитие. Потому что в любой момент суд может просто пачкой отобрать все, и ему даже основания особо будут не нужны. В таких обстоятельствах все деньги из любых активов будут выкачиваться до последней копейки и выводиться куда получится. Хоть в Кыргызстан, хоть в Дубай. На этом можно просто забыть про любую высокотехнологичную экономику, про развитие в любой сфере, где инвестиции отбиваются дольше года. Об этом говорили на Петербургском форуме. Никто не приведет в страну деньги и не оставит их там, когда все это можно отобрать по любому чиху. При этом Россия – страна настолько в базе своей огромная, мощная, ресурсная и образованная. У нас так много чего есть. Под землей куча нефти и газа, на земле куча талантливых и предприимчивых людей. Россия настолько важная страна для мира, что ее сложно прям сломать до конца, даже если очень стараться. Нам даже 70 лет советской власти на это не хватило. Пиздецовый эксперимент планетарного масштаба не довел нас до того состояния, до которого обычно доходит общество после таких долгих и деструктивных режимов. Мы все переварили буквально за несколько непростых, но не самых ужасных лет в 90-е и пошли развиваться очень быстро. Это, конечно, не значит, что страну невозможно постепенно портить, чем Путин и занимается. Это не значит, что нам не аукнутся последствия.
Сотни тысяч трупов, оставленных на полях уничтожения соседней и дружественной нам страны, мы не воскресим. С миллионом людей, прошедших опыт ультранасилия, с их родными и близкими мы ничего не сделаем. Жизнь в России станет хуже и опасней. Причем это хуже и опаснее продлится всю обозримую перспективу. То же касается экономики. Да, благодаря базовым преимуществам и заложенному в 90-е фундаменту довести нашу страну до коллапса не получается. Но уже получилось сделать так, что наш IT-рынок, который еще совсем недавно конкурировал за право быть глобальным игроком и активно теснил других глобальных игроков у себя дома, из генератора прибыли и прогресса он превратился в гигантскую госкорпорацию по освоению бюджетных средств, которая, привыкая жить на освоении государственных денег, утрачивает конкурентные преимущества. И в момент, когда к нам полноценно вернутся другие глобальные игроки, корпорация эта окажется примерно в той же ситуации, что АвтоВАЗ в начале 90-х. Мы очень долго будем избавляться от репутации страны, в которую нельзя инвестировать, где право собственности не ценят даже в шутку. Когда в России станут возможны реформы, конечно же, нужно будет построить судебную систему, вернуть политическую конкуренцию, свободные СМИ. Все, что сделает наш рынок пригодным для инвестиций. Но те десятилетия, которые были потрачены на разрушение всего этого, нам никто не вернет. Путин может творить безумство, потому что у России огромный запас прочности. Но то, что в стране пока все не развалилось, не значит, что ущерба нет. Он наносится по всем направлениям. И разгребать последствия уже не Путину. До завтра.